Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от милой земли. Товарищ, мы едем далеко, подальше от милой земли. Товарищ, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем не горят, в котлах не сдержать мне уж пару. Нет ветра сегодня, нет мочи стоять, согрелась вода душно жарко. Термометр поднялся аж на 45, без воздуха вся кочегарка. Окончив кидать, он напился воды, воды опресненной, нечистой. С лица его падал пот, сажи следы, услышал он речь машиниста. Ты вахты, не кончив, не должен бросать, механик тобой недоволен. Ты к доктору можешь пойти и сказать, лекарство он даст, если болен. На палубу вышел, сознания уж нет, в глазах у него помутилось. Сегодня у нас на тесте, как горячий пирожок, только что отреставрированная машина ГАЗ 011. Печальная страница в истории завода ГАЗ. По результатам проектирования и производства этой машины был сослан в МИАЗ простым инженером, главный конструктор этого завода. А генеральный директор был сослан в Ярославль простым начальником цеха. А зато как все начиналось красиво. В 1949 году Московский автомобильный институт НАМИ получил сталинскую премию за разработку малого автомобиля водоплавающего. Сокращенно по тем временам это назывался МАФ. После того, как были произведены 2 экземпляра, они прошли государственные испытания и была передана конструкторская документация в то время эта машина называлась НАМИ 011, ее передали на ГАЗ, и стала она называться ГАЗ 011. 2 года конструкторское бюро из почти 1000 человек делало чертежи, проектировало машину, и только в 1952 году, через 2 года после передачи документации с нами, перешли к серийному производству. Но серийное производство не получилось очень большим. В 1952 году выпустили около 40 машин, и в 1953, последнем году выпуска, около 60. Всего таких машин 2 было НАМИ 011 и 100 ГАЗ 011. Очень небольшое количество. Потому что машина получилась, хотя она после нашей реставрации красивая, даже сказала я, модная, привлекает взгляд. Но очень слабый мотор, очень слабые технические характеристики, очень глупая местами конструкция этой машины. Поэтому она и не пошла. Что мы видим? 2 весла. Трос 40 метров. На всех сиденьях подушки выполнены в виде спасательных жилетов. Если мы тонем, видимо, это нужно сделать вот так вот. И мы будем спасены. Видимо. Это подушка заднего дивана. Есть якорь, есть буксировочные тросы и куча всяких разных воздуховодов. Это один воздуховод. Там для
охлаждения двигателя. Для охлаждения двигателя воздуховод управляется вот здесь вот от водителя системой тяг. Так, вот это вот капот. Под ней находится самый обычный, в то время единственный у ГАЗа мотор, который ставился на М-ку, на полуторку, на ГАЗ-67. Вот он здесь находится под капотом. Дворник с приводом от разряжения в коллекторе. Второй дворник вообще управляется вручную. Дверей, естественно, нет. Для того, чтобы мне рассказывать, мне понадобится инструкция, потому что здесь аж 28 различных ручек в этом автомобиле. Ну, понятно, что самое основное это вот здесь переключение передач. Здесь отключается и включается передний мост. Задний мост не отключаемый даже на плаву. Это ручник. Это мы включаем винт. Привод здесь идет за счет винта, который находится в туннеле под задними сиденьями. Значит, это механический насос с приводом от двигателя. Здесь еще есть ручной насос. Самая интересная деталь в этом автомобиле — это ручка. Кривой стартер, который находится прямо здесь. Мы открываем вот эту крышечку. И кривым можно, если машина заглохла на воде, то можно теоретически завести его. Я не знаю, я не буду пробовать. Теоретически это можно. Вот. Дальше. Кабестан спереди — это лебедка, которая включается за счет рычага, который тут. Учитывая, что слабые эксплуатационные характеристики, что угол подъема всего 20 градусов, то потребовался кабестан, чтобы зацепиться за дерево и вытащить машину из воды, если большой угол выезда. Ну, представьте, угол выезда всего 22 градуса. Ну, то есть она практически ровно, по ровной плоскости она может только выехать. Здесь, так же, как даже на современных УАЗиках, два бака сзади, они переключаются вот здесь. Машина рассчитана на 6 мест. Не знаю, насколько удобно. По-моему, тут даже нет места для ног. Для двум задним пассажирам. Красивая панель приборов. Она была только на раннем ГАЗ-51. И вот здесь она почему-то на ГАЗ-011 присутствует. Тахометр, который считает моточасы. Ну, потому что это еще и лодка. Здесь как бы есть. Вот эта часть относится к двигателю, а эта часть относится к лодке. То есть она считает моточасы. Ну и там другие включения света, подсос, трос газа. Прообразом этой машины был американский Ford GPA. И он участвовал в Великой Отечественной войне, понравился военным, как малый автомобиль водоплавающий, который мог преодолевать водные преграды. И поэтому, естественно, партия и правительство сказало, что нам нужна такая машина. Но в отличие от Форда, которых было выпущено 13 тысяч, и на 10 лет раньше, этих машин было выпущено только, как я и говорил, 102. Я так примерно посчитал, что 102. И сохранилось из них, я думаю, что 3. Одна в Политехническом музее и 2 в частных коллекциях. Вот одна из них у нас на тесте. То есть это очень редкий автомобиль, который сохранился в количестве 3 штук. Интересная деталь. Эта машина плавает лучше, чем ездит, потому что она получилась довольно-таки тяжелой. То есть от базы, которую использовали от ГАЗ-67 джипа, который серийно выпускался, машина стала тяжелее процентов на 40. И, соответственно, она стала очень вальяжной, ведет себя на дороге как тогда еще в инструкции, даже в описаниях пишут, что как ведет себя как корова. А плавает хорошо, то есть это средняя скорость 10 км в час на воде, это достойный показатель. И якобы 100 км в час по шоссе, но я в это не верю. То есть комфортная скорость, с которой мы ездили, это максимально 60 км в час. Как там можно ехать? 100? Я в это
Это сказки, которые написаны только в инструкции. Этот автомобиль приехал к нам в мастерскую год назад. И, казалось бы, он внешне был такой же, как сейчас. Но у него не было днища. То есть просто жестоко его перерезали под ниссановский дизельный мотор. То есть не было ни родного мотора, ни родного шасси, никаких мостов. Ну, естественно, приборы здесь все были другие. То есть его подколхозили для того, чтобы плавать. Соответственно, вот год работы восстанавливали историческую справедливость. Сейчас я уверен, что вот она как была с завода вот выпущена. Выглядит, ездит, плавает именно так, как в 1953 году. Эта машина последняя из выпущенных, судя по номеру, 98. То есть, учитывая, что по моим прикидкам это выпущено было 102 машины, это одна из самых последних, выпущенных в 1953 году. Здесь нам удалось сохранить родные инструкции, которые были под слоем краски. Вот эти вот. Ну а все остальное не было. Ни тахографа, ни руля, ни одного рычага, ничего. Здесь была фактически дырка, заляпанная маслом, дизелем и всем остальным. То есть мотор к тому времени уже был демонтирован. Вода в любом случае попадает в автомобиль, потому что здесь тормоза механические, никакой гидравлики. И, соответственно, тросики, через уплотнение тросиков привода тормозов, она хоть как попадает внутрь машины. Но для того, чтобы вовремя эту воду удалять, здесь придуман, во-первых, механический насос привода двигателя. И можно пользоваться ручным. Ну вот немножко у нас попало. Что еще не показал, это волногаситель. То есть он нужен, когда мы на полной скорости заходит на автомобиль в воду, ну или при волне. В транспортном положении на суше его положение вот такое. Посмотрите на эти удивительные колеса. То есть их можно разбортовать прямо на машине. Откручиваешь, снимаешь покрышку и можно поменять. Видимо, засунуть другую покрышку и заменить прокол. То есть я читал в инструкции, что ее хотели оснастить еще насосом для накачки шин. Но уже учитывая, что и так тут столько всяких агрегатов навешали на двигатель, все-таки это не сделали. Здесь два больших теплообменника, которые помогают автомобилю хорошо двигаться на воде, потому что нет сопротивления земли, и мотор работает всегда на больших оборотах. Поэтому здесь ввели вот эти два теплообменника. Один масляный, другой водяной. То есть вот сюда заходит вода, и вот отсюда она обратно выходит. И забортная вода охлаждает двигатель. Это буксировочный крюк. Он один в один от ГАЗ-67. Но его нужно снимать, когда мы хотим плавать, потому что он сильно очень тормозит. Вот здесь вот водяной руль, вот его перо, и винт. Вот там видно, что винт уходит, привод прямо на коробку, которая чисто коробка ГАЗ-011. Вот. И буксировка, вот это для вводной буксировки. Он может буксировать еще какую-то лодку. Вот ее сюда зацепляем, и он ее буксирует. Здесь подпружинено все. Ну и этот специальный складывающий якорь. Капитан и вечную память пропели. Напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажут, она зарыдает, а волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает.